Всем привет! Сегодня я к вам с галетой, со сладкой галетой и с фруктами. Галета — это французский простой пирог, абсолютно из простых продуктов готовится. У каждого получится, а тесто получается такое бисквитно-песочное. Попробуйте. Всегда делаю 2-3 галеты, поэтому вот на 400 граммов муки, сахар, ледяная вода, пару ложек сметаны для сливочности, соль и яйцо для смазывания. В тесто яйца не идут. Очень вкусно получается. Самые простые продукты. Простите, забыла про масло. Конечно же, используется здесь 200 граммов сливочного холодного из холодильника масла и вода. Вода должна быть тоже ледяная, поэтому в воду я кладу просто вот лед, и она становится ледяной. Сегодня буду тесто замешивать в блендере. Скажу честно, первый раз сама хочу попробовать, посмотреть, как получится. Обычно замешивала руками, но сегодня в блендере. 400 граммов муки кладу в блендер, 4 столовых ложки сахара, щепотку соли, пакетик ванилина. Ванилин можно не класть, он не идет по классическому рецепту, но я люблю добавить. И добавляю кусочки холодного сливочного масла. Вот так вот ложечкой немножко помогу, обмакну как бы кусочки масла в муку и сахар, тогда просто проще будет блендеру. И взбиваю пульсирующим режимом вот до такой вот крошки. Добавляю 2 столовых ложки сметаны для сливочности. Сметану тоже можно не добавлять, но я добавляю. Вот немножко капнула. И 8 столовых ложек ледяной воды. И опять в блендере в пульсирующем режиме взбиваю, буквально тут несколько секунд, 10-20 секунд, просто до однородности перемешивается. Затем тесто выкладываю на стол, обминаю его в однородный шарик. Вот собираю все до последней крошки. Формирую такую колбаску, разделяю пополам. Вот такое красивое тесто получается. Заворачиваю в пищевую пленку или можно положить в пакет и кладу в холодильник, пока готовлю начинку. И для начинки мне понадобится для одной галеты я сделаю только нектарины, вот такими кусочками порезала. Вторая яблочная будет, добавлю еще немножко ягод, какие есть в морозилке, посмотрю. Присыплю сахаром и понадобится крахмал. Куда я его добавляю, покажу. И 1 желток для смазывания. Достаю тесто из холодильника, оно еще мягкое такое. И раскатываю его потоньше. Вот миллиметров 5. Чуть-чуть липнет скалка, так вот я смажу ее немножко мукой. Как раз круг получается вот на всю пищевую бумагу. И вот именно на тесто присыпаю крахмал. И вот так вот его распределяю. Для чего? Чтобы сок от фруктов не делал тесто мокрое, но иначе будет не пропеченное. А если вот так вот чуть-чуть посыпать крахмалом, то крахмал задержит сок и не будет пропитываться в тесто. Пару щепоток достаточно. Выкладываю нектарины вот прям одну на одну и оставляю сантиметра 2 для закрытия теста. Закрываю тесто, причем здесь не важно, как вы его закрываете. Чтобы тесто не сильно рвалось, так я вот поднимаю прям с бумагой, а потом бумагу убираю. Подравниваю вот так вот круг, присыпаю сахаром. От сахара будет сок, и галета будет более сочной. Можно даже немножко и на тесто. Можно не смазывать тесто края желтком, но я смазываю чуть-чуть смешанную с водой, буквально 2 капельки в желток воды добавляю, чтобы галета просто была красивой и румяной. И ставлю в духовку хорошо разогретую 170-175 градусов, вверх-вниз на минут 35-40. Галета должна хорошо подрумяниться. Тогда готово.
То же самое, что раскладываю на тесто, то же самое проделываю с яблоками. Только на яблоки вот добавляю ягоду. У меня сегодня есть микс. В принципе, можно не добавлять ягоду, но с ягодой оно даже вкуснее. Любая ягода, которая у вас есть, она добавит интересный вкус просто к яблокам, просто галете с яблоками. В яблоке я немножко вот так вот пару-тройку кусочков буквально тоненьких добавляю еще сливочного масла. Яблоки очень любят сливочное масло, получается тогда вкуснее. И тоже ставлю на 40 минут. И вот такая вот красота, вкуснота, яркость на вашем столе появится, ну, часа через 1,5-2, но 2 вот таких больших галеты готовы к чаю. На праздник их можно делать, в летнее, конечно, в сезонное время яблок, нектарин, слив, груш. С любыми фруктами можно делать такую галету. Попробуйте этот рецепт, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.